Его надо заполнить. Я хотел бы, чтобы вы поняли одну важную вещь. Закон, который справедливо взбаламутил всю Русь честную, не про электронные повестки. Нет, они, конечно, там тоже есть, но это всего лишь маленькая часть. Правильнее называть этот закон о реестре воинского учета или о государственном спруте. Все сказанное в дальнейшем будет взято тупо из текста закона с сайта Госдумы. И начнем мы с самого важного. Какой механизм придумали власти, чтобы управлять людскими судьбами, и сейчас вы увидите сами, что я не преувеличиваю ради ваших классов. Чтобы создать для вас этот ролик, я потратил много времени на поиск и анализ информации, но действовал я по старинке, руками. В современном же мире этот процесс можно ускорить с помощью нейросетей. Сегодня они уже умеют писать тексты, переводить с иностранных языков, водить беспилотники и даже диагностировать болезни. А создают нейросети дата-сайентисты, мастера анализа и систематизации, которые требуются каждой компании. Поэтому и зарабатывают они очень достойно. Средняя зарплата спецов 150-200 тысяч рублей. Я уже не первый раз рекомендую вам учиться в Skill Factory на курсе Data Scientist с нуля до Pro. Программа обучения разработана совместно с профессором из МГУ и подойдет, даже если у вас нет никакого опыта. На курсе вы все будете изучать с самых азов, в том числе и математику, без которой не стать дата-сайентистом. В Skill Factory вы получите не просто теоретические знания, а навыки, подкрепленные практикой. Будете решать кейсы реальных компаний-партнеров, и по окончании у вас будет опыт отработки навыков и готовое портфолио. А Центр карьеры поможет создать резюме и найти работу. На протяжении всего обучения опытные менторы обеспечат вас поддержкой и ответят на любые вопросы. Погружайтесь в мир перспективных профессий прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и регистрируйтесь на курс. С вас желание изменить свою жизнь, а с меня скидка 45% по промокоду MyGap. Для начала давайте разберем самую животрепещущую тему. Как будут приходить повестки. И по ходу разбора этой схемы вы сами поймете грандиозность грядущих изменений. Во главе угла появляется реестр воинского учета. Запомните это название. В отличие от других реестров в нашей стране, типа там инагентов, этот выглядит самым титаническим. Что такое реестр воинского учета? Начнем с базы. Есть у нас Петя в реальной жизни. Если вы гражданин РФ, то Петя – это вы. Петя, как и флешка для компьютера, несет в себе очень много информации, от генетической до государственной. Теперь нам нужно создать цифровой слепок Пети. Не весь, конечно, а нужно лишь немного информации, важной для государства. А именно, фамилия, имя, отчество при наличии, дата рождения, пол, полные данные паспорта, СНИЛС, ННН, место жительства, в том числе место пребывания, наличие второго гражданства или ВНЖ, код военкома, где стоит на учете, сведения о постановке или снятии с воинского учета, сведения о документе воинского учета, должность, место работы и работодателя, сведения об образовании, сведения о состоянии здоровья, код записи в государственных информресурсах, есть ли основания для отсрочки или освобождения от призыва и иные сведения, которые определяет правительство РФ. Вот такие небольшие категории данных нам нужно от Пети получить и загрузить в реестр воинского учета. Ага, теперь у нас в базе появился цифровой Петя, то есть вы. Сделано полдела. Надо теперь понять, кто управляет реестром. Ну, тут, я думаю, вы уже догадались, что рулит реестром военкомат. И когда военкомат подгрузил Петю, он может добавлять в него информацию о статусе взаимоотношений с военкоматом. А именно, была ли направлена ему повестка, получил ли он ее, явился, не явился, были ли уважительные причины неявки, были ли предприняты против него санкции за неявку, есть ли административка или уголовка, обжаловал ли он что-то там в суде. То есть теперь у нас есть фиксация взаимоотношений Пети с государством по делам военным, а всю эту делюгу курирует военкомат. Тут тоже разобрались.
И теперь самое сочное, ради чего вы смотрите это видео. Повестки. Как они рассылаются, как вручаются, стоит ли удалять госуслуги и всякое такое. Значит, смотрите. Тут возникает еще один реестр. Реестр направленных, в скобочках, врученных повесток. Кстати, если у вас вопрос, а нафига отдельный реестр, то смысл реестра повесток в том, что он будет публичным. То есть, по идее, можно будет зайти и посмотреть то ли только на себя, то ли вообще на всех, кому повестка была отправлена, а также все данные повестки, типа там дата отправки и дата необходимого прибытия. В МФЦ, по идее, тоже можно будет запрос сделать, но это все еще технически не реализовано. Это я просто говорю, чтобы вы были в курсе. И теперь внимание. Особое внимание. Повестка считается направленной, когда цифровой Петя появился в реестре повесток. Чего? А как же вот это вот «вам повестка, пожалуйста, распишитесь»? Ну или там хотя бы в интернете про госуслуги что-то говорят. Вот, это самый сок. После появления в реестре повесток считается, что Петя эта повестка направлена. Все остальное это лишь сопровождающая мишура. Вам, наверное, интересно, когда повестка считается врученной. Значит, смотрите. После добавления в реестр повесток запускается два процесса уведомления гражданина. Первый процесс привычный. Пете, то есть реальному Пете, направляется бумажная повестка, в которой нужно расписаться. Непривычно тут только то, что теперь повестка считается врученной, даже если ваша матушка забрала заказное письмо на почте. Да вы, может, там всей семьей уехали отдыхать на месяц. Ну, хорошо, допустим. Но я же сказал, что запускается два параллельных процесса. Второй – это электронная повестка, которая считается врученной, когда она, вот внимание, разместится в личном кабинете подобающего информресурса. Еще раз. Не открытие письма, не тыканье на уведомление, а тупо как информресурс разместит это в вашем личном кабинете. Это считается, что вы ее получили. При этом в законе нет фиксации конкретного информационного ресурса. Да, скорее всего, вначале это будут госуслуги. Но сегодня госуслуги, завтра решат, что можно через налог.ру, а послезавтра через ВКонтакте. Не зря ж сын Кириенко его возглавляет. Не, ну а что, удобно. Зашел в ВКонтакте, получил повестку, там сразу редирект на Рутюб, где молодое поколение пропагандистов расскажет, что повестка от царя во имя благой аннигиляции фашиста-пиндосов. Красота! Окей. Ну, допустим, я лет 20 вообще не пользовался интернет-сервисами. Нет у меня там личных кабинетов. И вообще мы еще в отпуске. Как мне вручат-то повестку? А для таких вот ушлых специально приготовлена вот такая строчка. То есть, даже если вы жили в лесу, даже если вы из леса выехали в отпуск в соседний хутор на месяц, через 7 дней после размещения в реестре направленных повесток, повестка считается врученной. Приходила вам там бумажка, не приходила. Отобразилась ли она в личном кабинете, не отобразилась, неважно. Повестка считается врученной через 7 дней после того, как военком добавит цифрового Петю в реестр повесток. Все. И да, вы правильно поняли, что вы можете узнать об этом постфактум. Ну, представим, военком тыкает кнопку отправки, но почтовые письма не дошли, информационная система забагалась, прошло 7 дней, а на 8-й Петя, ничего не зная, решил съездить в Турцию, а на погранконтроле ему говорят: вам запрет на выезд. Именно такое ограничение, которое власти маскированно называют временными мерами, наступает через 7 дней. Нет, христианский символизм зашкаливает. Я пишу этот текст в Пасху, Бог решил отдохнуть на 7-й день, Россия запретила выезд на 8-й. То есть 7 дней с этой минуты? У меня часы сломаны, как мне узнать точно? Теперь вы понимаете, что дело вообще не в электронных повестках. Дело в том, что теперь есть реестр, который в автоматическом режиме определяет статус вручения, а после так называемого вручения вам нельзя выезжать из страны. Можно только в военкомат для дальнейшего распоряжения.
Все эти так называемые временные меры внедряются лишь для одной цели – создать настолько неприятные условия, чтобы вы, сами от безысходности явились в военкомат. И так как подавляющее большинство не собирается бежать из страны по понятным причинам, то через 20 дней после дня, указанного в повестке, Петя не является без уважительной причины, а я так полагаю, это суммарно грубо через 27 дней после попадания вообще повестки в реестр, государство добавляет еще оснований Пете, чтобы прийти к военкому. У Пети появляется запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, появляется запрет на покупку и вроде как продажу квартиры, приостановка водительских прав всех категорий, запрет на покупку и вроде как продажу транспортных средств и запрет на получение кредитов. То есть, если вдруг Петя и правда не знал, что ему вручена повестка, то об этом ему сообщит остановивший ГИБДДшник или менеджер банка, если Петя попытается взять кредит. Притом, чтобы вы понимали, получение повестки это не всегда значит, что вас заберут воевать. Петю могут позвать там документы уточнить, например, весь список вот сейчас на экране, там 4 варианта. Но даже в этом случае все ограничения на выезды, на гражданские права тоже будут введены. И да, большой шанс, что после первоначальной повестки вам выдадут другую, уже не для уточнения документов. Вообще, этот закон об реестре воинского учета представляется таким государственным спрутом, который опутывает все сферы вашей жизни, от которого хрен скроешься. И опять же, это не нагнетание либерального блогера, чтобы собрать просмотры. Это следует напрямую из закона. В статье 4 мы находим указание государственным органам, кто и что должны передавать военкомату в новый реестр воинского учета. МВД передает данные тех, кто переехал на новое место жительства или проживает там, где официально не прописан. Также данные о тех, кто получил паспорт. Так что, граждане СНГ, теперь действует акция «Получи паспорт России и сразу попадешь в реестр воинского учета». МВД может также вручать гражданам направления для постановки на воинский учет. И как у них только времени хватает и жуликов ловить, и с коррупцией бороться, так еще и явку в военкоматы обеспечивать. Федеральная налоговая служба должна передавать военкому данные об актах гражданского состояния. Это факты рождения, заключения расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемена имени и смерть. Суды в течение 2 недель должны передать свои решения о гражданине в реестр воинского учета. Пенсионный фонд РФ должен передавать данные о статусе инвалидности. И, кстати, это одна из хороших идей в этом законе. Ведь теперь сотрудник полиции не будет стучаться домой к инвалиду. По крайней мере, вроде не должен. Медицинские учреждения передают властям регионов, а власти регионов уже в военкомат данные о состоянии здоровья, что тоже хорошо, ведь по идее к человеку с -8 зрением полиция тоже не должна стучаться. В такой же логике всяко разные образовательные учреждения передают данные, чтобы понимать, что за Петя перед ними стоит – Петя-бакалавр или Петя-аспирант. А вот отдельный пункт вызвал у меня искреннее умиление. Я, когда читал закон, в целом понимал роль всех государственных институтов в этой схеме, зачем они нужны и какие данные могут предоставить. А потом читаю дальше. Так там, хоп, и внезапно появляется избирательная комиссия. Я сначала подумал, а какая тут есть важная информация, да и вообще, какие отношения у Центральной избирательной комиссии с обычными гражданами. А это оказалось не про обычных граждан, это про депутатов разного ранга, от федерального до муниципального уровня, про глав городов, и, конечно же, их заместителей. Военкомат должен отличать обычного Петю, который должен крошить фашистов, от Петра Иваныча, который восседает в кабинете и правильно нажимает на кнопочки на заседаниях. Зачем Петров Иванычей отделять от обычных Петьков в реестре воинского учета, решайте сами. А завершается эта глава великолепным пунктом. Правительство в будущем может дополнять перечень сведений для сбора. Внимательный зритель уже понимает, что в законе прямо говорится, что цифровая диктатура будет со временем только развиваться, а государственный спрут только наращивать количество щупалец.
Сейчас мы перейдем к практической части, когда это все будет работать технически. Давайте начнем с того, что мы имеем официально. За цифрового спрута у нас отвечает ведомство под названием, кто бы мог подумать, Министерство цифрового развития. Это то ведомство, которое отвечает за госуслуги. И тут я без иронии скажу, что это, если не самый современный, удобный и функциональный в мире сервис, то точно один из. Так вот, Минцифры, понятное дело, будут курировать создание такой же удобной системы по отправке людей на военную службу. Минцифра озвучила, что реестр воинского учета заработает не раньше осеннего призыва, то есть не раньше 1 октября. Да когда они исполняли свои собственные сроки? Вспомните программу 2020. Тут и да, и нет. Мое мнение, что вряд ли они успеют к октябрю. Но то, что это серьезная работа, а не декларационная, как обычно, я уверен. Здесь и мотив другой, и ответственность уровня максимальной. Если вы недавно были в военкомате, то могли увидеть, как папочки с делами военнообязанных перебивают в комплюхтеры. Да, это может затянуться. Но, в отличие от других фантастически-патриотических заявлений, авторы этого закона, которые лично я считаю не являются теми, кто публично отдувается, я об этом, кстати, писал в Телеграме, подписывайтесь, почему вы еще не подписаны. Реальные авторы закона понимают, что создание и накопление баз будет не одновременным. Нужно еще наладить сбор и синхронизацию строк между ведомствами, подготовить ПО, да и людей банально надо кнопочки научить тыкать. Об этом прямо сказано в законе. Мол, закон мы принимаем сейчас, а если информационные системы еще до конца не допилены, то мы все равно накладываем ограничения на выезды и остальные гражданские права в той мере, в которой сможем. То есть будем дотягиваться до тех, до кого можем дотянуться. Жизнь без армии – это все равно, что любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет. Поэтому я думаю, что сначала обкатают эту штуку на срочниках. А потом, со временем, можно даже частичную мобилизацию не объявлять. Просто спустить план сверху. Фронт требует 100 тысяч пятюков. Покликали в реестре фильтры, людей без высшего образования, добавили в реестр направленных повесток, а если не явились, то ухудшили жизнь в стране. И вы помните, что со временем этот список ухудшения может только увеличиваться. Это в законе тоже есть, там сказано, что регионы сами смогут дополнительно ограничивать гражданские права. Что ж сказать, царь хороший, бояре плохие. Выглядеть это будет примерно так. Приходит полномочный представитель президента к губернатору Омской области и говорит: «У вас недобор, давайте что-то делать». А губернатор смотрит на список уклонистов и лишает например, возврата НДФЛ или выплат каких социальных. С одной стороны, в новом законе и правда есть положительные моменты, как, например, что к инвалидам и к многодетным отцам вроде как не должны будут ломиться в дверь. Но с другой стороны, государство открыто показало свои приоритеты. Воинская повинность важнее, чем экономическая активность и демография населения. Цифровизация сама по себе очень классная штука. С помощью этого инструмента можно было бы резко прокачать среднеспециальное образование в стране, которое у нас осталось на уровне 90-х. Можно было бы отслеживать эффективность исполнения госконтрактов, тем самым экономить деньги для бюджета, получать качественный сервис для страны, да и банально искоренить коррупцию. Можно было бы точно, вплоть до человека, понимать, сколько нуждающихся в жизненно важных препаратов и закупать по необходимому количеству. Можно было бы справедливо перераспределять бюджет, создавая экономику регионов, но все это неинтересно текущей власти. Ее приоритет – это по приказу главнокомандующего отправить как можно больше людей воевать. Или делать еще чего, что там захочется главнокомандующему.
Притом в самом законе указывается, что реестр будет только шириться и множиться. Это видно потому, что данные о цифровом ПЕТе могут быть расширены, виды ограничений прав человека могут быть расширены, а такие вот изменения типа замены формулировки с «и» отчества на «отчество при наличии» и тот факт, что МВД должно добавлять в реестр получивших паспорт РФ, говорит о том, что пополнять военные резервы нужно всем, кем можно, в том числе иностранцами. Впрочем, такой подход был еще определен в сентябре прошлого года. Тренд задан. Базовые, прости господи, конституционные права ПЕТе могут быть ущемлены без раздумий, если этого требует желание главнокомандующего. И вот это главный приоритет страны. Образ России, ну пусть будет лично мой, это Северная Корея с цифровизацией Китая и санкциями Ирана. Если раньше, до начала войны, у населения с государством был негласный договор, по которому обычных людей не трогали, если они не лезли в принятие решений и распределение ресурсов АК политику, то сейчас этот договор изменился. Теперь трогать могут даже самого молчаливого патриота. Для нас же очень важен реестр поддерживающих канал MyGap на Патреоне и спонсоре. Мы высылаем повестки с благодарностью Владу, Хапчинску, Сонику Мейхаму, Маверику, Диэфу, Алексею Батишеву и Александру Горенкову. А также всем верховным магистрам, консулам, героям и гапникам. Вы знаете, кому отправить это видео. Увидимся на следующей встрече. Damn.